Уважаемые дамы и господа, добрый день. Цель данного доклада – увидеть, как начинался путь системы, что предшествовало созданию организации. Предыстория. 1988-1992 годы. Чтобы создавать что-то принципиально новое, человек должен для этого родиться. Но и на Земле он должен пройти свой путь. Михаил Юрьевич получил научную и эзотерическую подготовку, в том числе, для которой возможно создание системы. Первое – это обучение в Институте радиоэлектроники. Затем в аспирантуре. Это лаборатория искусственного интеллекта, в дальнейшем бионика интеллекта. Научным руководителем Михаила Юрьевича был профессор Шабанов-Куштаренко. В том числе благодаря ему Михаил Юрьевич получил возможность освоить работы по созданию новых теорий. А также была достаточная свобода действий и возможность обучаться в Академии йоги. Далее, обучение в школе йоги, а затем в Академии йоги. Сейчас это Институт йоги Гуру Арсантема или Стаценко Геннадия Григорьевича. Непосредственным наставником Михаила Юрьевича был Колбай Станислав Константинович. Благодаря ему произошло первое знакомство с эзотерикой. Несмотря на то, что в Академии йоги было много позитивного, но для реализации предназначения необходимо было создавать свое принципиально новое направление. Период с 1992 года можно охарактеризовать как период озарения. На поставленные вопросы ответов не было ни в науке, ни в эзотерике. И в сознании всплывали яркие картины, образы. Входило понимание, как это работает. Душа активно вспоминала, с чем она пришла, получала информацию из тонкого мира. В это время были поняты и сформированы ответы на ключевые вопросы, необходимые для создания принципиально нового учения, от строения энергии метакосмоса до основных техник развития и построения Золотого века. На основе этого была написана первая и основная работа «Книга Законы Творца». Также изначально были сформулированы ключевые цели, которые легли в основу будущей организации. Первое – это развитие человека, комплексное по всем составляющим внутреннего мира и судьбы. Судьба человека – дать максимум возможностей для полноты жизни. И вклад в общество, достижение возможного максимума. Сейчас это сформулировано как «Золотой век». Ключевые задачи, которые были решены за период с 1993 по 2000 год, подробно представлены в книге «История Центра развития человека». Основные задачи на этом этапе – это знания, прошли все логические этапы, ответы на вопросы, формирование целого, превращение в учебные программы и практическая реализация. Далее книги. Были подготовлены ключевые работы, и они представлены на слайде. Учебные программы. Были разработаны основные учебные программы. Начал формироваться стандарт достойной организации. Развитие, занятия, сеансы, самостоятельная работа. Традиции и творчество, и общественная деятельность. По традициям и творчеству были проведены первые масштабные культурные мероприятия, балы и салоны. И была начата подготовка кадров, ведущих и целителей. И дальше нашу систему ожидали следующие этапы. И хочется пожелать всем слушателям знать свою историю, опираться на все лучшее и не повторять ошибки, которые были допущены. Спасибо за внимание.